Итак, через несколько минут я попробую материализовать речь. Кто желает уйти, уходите, бегите быстрее, пока я не начал шутить. Те же, кто более снисходительно относятся к неудачному юмору, пожалуйста, оставайтесь. Хорошо. Для сегодняшней лекции мне снова предложили грандиозную тему. Речь идет о том, как внедрить все учения в реальную жизнь. Сегодня вечером поговорим о том, как общаться со сложными людьми. Уверен, этот разговор актуален для вас. Понятия не имею, почему в мире столько неприятных личностей, но я убежден, что со многими из них вам случалось сталкиваться. Возможно, даже сегодня. Я провожу эти лекции для того, чтобы продемонстрировать, как, собственно, прозрение, которое приходит к нам во время медитации и изучения буддизма, может помочь в решении имеющихся проблем. Основная цель буддизма — это облегчить страдания, дать человеку больше свободы на пути, который шаг за шагом все ближе подводит нас к безграничной воле, благословению и спокойствию просветления. Знаете, сегодня, когда я читал лекцию в университете имени Куртина, мне напомнили о разговоре, состоявшемся в прошлый понедельник. Люди, которые до этого не имели никакого представления о буддизме, спрашивали, что он собой представляет, образ жизни или религию. Вы также должны знать ответ на этот вопрос. Конечно, религию. Здесь все дело в уплате налогов. Приходится, понимаете, быть практичным в некоторых вопросах. Спросите нашего казначея. В то же время это и образ жизни. Это способ, который помогает нам противостоять жизненным невзгодам. Буддизм — это очень много всего. В лекциях, которые я читаю каждую пятницу, я обычно уделяю больше внимания практическим аспектам буддизма. Вот и сегодня поговорим о том, что делать, когда приходится иметь дело с людьми с тяжелым характером. Не подумайте, что монах, обитая в приятной атмосфере монастыря, может избежать общения со сложными людьми. Не знаю, почему так происходит, но иногда создается впечатление, что мы таких людей просто притягиваем. Я не говорю, что вы все сложные. Просто случается, что человеку больше некуда идти, а монах с его добротой и состраданием должен принять каждого. Первое, что здесь нужно знать, это то, что неприятных людей в мире не меньше, чем приятных. Необходимо осознать, что встретить сложного человека не является чем-то необычным. Что бы вы ни делали, куда бы вы ни направлялись, как бы вы ни вели себя, вы их все равно встретите. Так что нет ничего плохого в том, что есть люди с тяжелым характером. Собственно, как утверждает мой учитель Аджан Чах, мы можем считать их появление в нашей жизни благословлением. Они учат нас терпению. Они учат нас сочувствию. Благодаря таким людям мы становимся мудрее. Действительно, чему можно научиться у хороших мальчиков и девочек? С ними легко и приятно проводить время, но настоящие жизненные уроки мы получаем от тех, с кем тяжело. Поэтому я и учусь у своего учителя из Таиланда, Аджана Чаха. Слово «аджан» означает «учитель». Он говорил, что все, что вас раздражает, все, что вас беспокоит, является вашим учителем. Проживая в Северном Таиланде, мы всегда называли москитов «аджан-москит», потому что я очень многому научился благодаря тем проклятым москитам. Я тогда только о них и думал, о москитах, потому что, несмотря на любовь и доброту, те из вас, кто исповедует буддизм, знают, что мы должны любить и быть добрыми ко всем без исключения людям, ко всем существам. Не имеет значения ни пол, ни что или кто перед вами. Мы желаем счастья и благополучия всем живым существам. Так вот, в молодости, когда я был монахом в Таиланде, я никак не мог этого добиться. Это было просто нереально. Я старался как мог. Я распевал счастье и благополучие всему живому, кроме москитов. Да будут свободны от страданий все живые существа, кроме москитов, потому что они не заслужили, они меня достали.
Я был убежден, что даже излучение любви и доброты имеет свои пределы. Вот только когда я делал исключение, у меня ничего не получалось. Мне пришлось учиться доброте у москитов. Иногда я был к ним так добр, что позволял себя кусать. Они садились мне на руку, и я предлагал им: «Ну что ж, москит, можешь меня укусить. Дверь моего сердца открыта для тебя. Это всего-навсего капля крови. Я знаю, тебе она нужна, чтобы поужинать. Я сам люблю поесть, особенно потому, что я монах. Вот твой ужин, поешь». Знаете, что делали те москиты? Иногда неприятные люди похожи на подобных неприятных существ. Они злоупотребляют вашей добротой. Они вонзают свой нос в вашу кожу, и это выводит из себя. Это нужно просто перетерпеть. Это длится лишь несколько секунд. Хотя создавалось впечатление, что те москиты не ели, а производили поисково-разведывательное бурение. Они кусали, потом делали несколько шагов, пробовали в другом месте. Привередливые, видите ли. И так по 3-4 раза каждый. Они явно злоупотребляли моей добротой. Такова природа москитов, но это не имеет значения. Крови у меня много, поэтому я многому научился. Во-первых, прежде всего, неприятные люди, как и неприятные существа, как и неприятные ситуации — это нормально. В этом нет ничего плохого. От этого никуда не уйдешь. Нельзя укрыться от неприятных людей, неприятных москитов или неприятного опыта. Итак, пункт 1. Вы должны принять этот факт, а также научиться иметь дело с такими людьми. Вы должны запомнить, что они являются частью жизни, и у них можно многому научиться. Пункт 2. Необходимо осознать, что степень сложности общения с тяжелыми людьми зависит прежде всего от вас, от того, как вы на них реагируете. Есть такое выражение: если когда-нибудь встретите неприятного человека, помните, вы должны его терпеть всего несколько минут, максимум несколько часов. Даже если вы живете с таким человеком, если это ваш муж или жена, я, правда, понятия не имею, почему вы выбрали именно такого человека. Наверное, такая ваша карма. Даже если это ваши близкие, вы живете с ними лишь недолгий промежуток времени, а им приходится терпеть себя непрерывно. Иногда, когда они вас сильно раздражают, вспомните, что самих себя они раздражают отнюдь не меньше. Те бедняги проводят 24 часа в сутки сами с собой, с собственным разумом. Поразмышляйте над этой замечательной мыслью, когда встретите неприятного человека. Вам тяжело жить рядом с такими людьми, но ведь и им тяжело тоже. Так вы сможете посочувствовать им. Ваше собственное оскорбление исчезнет. Когда вы увидите, как плохо они себя чувствуют, понимая, что вам с ними тяжело. Когда вы ощущаете то, что чувствует другой человек, ваша собственная боль исчезает. Почему я должен общаться с этим человеком? Подумайте только, через что им приходится проходить в собственных мыслях, в собственном разуме, в их собственной жизни. Если вам, обычному человеку, так трудно с ними общаться, это значит, что у них, скорее всего, совсем нет друзей, нет близкого человека, и все из-за их тяжелого характера. Они так одиноки. Такая мысль вызовет у вас сочувствие к подобным людям. А если вы им будете сочувствовать, ваша выдержка вырастет до невиданных высот. Вы сможете спокойно выдерживать общение с неприятными для вас людьми, зная, что оно не будет длиться долго. Они уйдут из вашего офиса, или вы сами вернетесь домой к другим людям. Если вам уж совсем негде спрятаться, можете уединиться в нашем монастыре или в монастыре Дхаммасара. Место всегда найдется. Можно уйти от проблем, а можно поступить с неприятными людьми по-другому. Изменить их. Как же здорово осознавать, что все трудности, с которыми вы сталкиваетесь в жизни, или те, которые постигли людей вокруг вас, не будут продолжаться вечно. Они не навсегда. Это только трудный период в жизни, который нужно пережить. Он, конечно, может продолжаться с самого рождения и до смерти, но рано или поздно все-таки должен закончиться. Это не навсегда. Но все же радует понимание того, что неприятных людей можно изменить. Можно увидеть, как они меняются к лучшему. Будучи учителем, я научился тому, как с помощью психологии менять людей, как убирать то, что лежит в основе неприятных черт характера. Необходимо просто сдвинуть эту причину с места, подтолкнуть человека в правильном направлении, научить быть добрее, более открытым и менее требовательным, то есть менее проблемным для окружающих.
Это восхитительно, вы это можете. Как это сделать? Сегодня в университете имени Куртина, как и 2 недели назад, я уже упоминал одну чрезвычайно сильную историю, случившуюся со мной месяц или чуть больше 6 недель назад в Сингапуре. Меня пригласили выступать с речью в Институте психиатрии на конференции по случаю значимой годовщины заведения. Меня, монаха, пригласили выступить с речью по вопросам психического здоровья вместе с психологами, психиатрами, докторами и профессорами. Что действительно произвело на меня впечатление, так это разговор с одним, кстати, истинным христианином, главой одного подразделения, одного из отделений. Он пригласил меня в свое отделение декламировать буддистские песнопения. Единственным условием было никому об этом не говорить. И вот теперь я его выдал. Когда я спросил его о причине, он ответил: «Потому что вы говорите очень разумные вещи». Он добавил: «Я глубоко уважаю вашу мудрость». И дальше сказал, что вызывает наибольшее уважение, так это то, что ваши слова совпадают с новейшими тенденциями в нашей работе. Мы стараемся не привлекать внимание к тем моментам, которые происходят в течение суток, когда они чувствуют себя хуже всего, когда они грезят, когда у них психоз, когда они полностью неуравновешены. Мы не заостряем на этом внимание. Другое дело моменты, когда они чувствуют себя более здоровыми, адекватнее реагируют на себя и окружение. Дело в том, что когда человек имеет психические расстройства, он не страдает от них на протяжении всех суток. Есть определенные периоды, когда человек грезит, а есть моменты, когда он легче идет на контакт. Он объяснил: мы концентрируемся на моментах, когда пациенты понимают, что происходит вокруг, когда они чувствуют себя здоровыми, и это ведет к выздоровлению. Периоды адекватности удлиняются, а периоды пребывания в бредовом состоянии сокращаются. Я учу людей именно такому подходу на протяжении многих лет. Я очень рад видеть, как это учение интегрируется в современную систему здравоохранения, во всяком случае в психиатрической больнице того города. Аналогично нужно поступать с неприятными людьми. Если вы уделяете много внимания сложным чертам их характера, чересчур обращаете на это внимание, вы фактически побуждаете их к дальнейшим действиям. Вы поощряете их, и ситуация становится все хуже, хуже и хуже. Я уже несколько раз рассказывал одну классическую историю. Если вы не слышали ее раньше, сейчас имеете хорошую возможность услышать. Если же слышали, имеете возможность поучиться терпению, когда перед вами скучный монах, повторяющий одни и те же истории. В обоих случаях оно того стоит. Это просто удивительная история о демоне, который пришел в императорский дворец. Демон явился в императорский дворец, когда императора там не было. Это было настоящее чудовище, огромный, противный, страшный демон. И направился он прямо во дворец. Он был просто кошмарный. Все замерли от ужаса, поэтому противное, гадкое, ужасающее чудовище беспрепятственно пролезло в самое сердце дворца и уселось прямо на императорский трон. Такого ни охранники, ни министры, придя в себя от испуга, стерпеть не могли. Они закричали: «Уходи отсюда! Кто ты вообще такой? Это место нашего императора, а не твое. Прочь, или пожалеешь!» От этих резких слов демон немного увеличился, стал еще безобразнее, еще более зловонным, и еще страшнее стали его слова. Это еще больше разозлило солдат и министров. Они схватились за мечи, они схватили копья, сжали кулаки. Но от каждого недоброго слова, каждого гневного движения, каждой недоброй мысли чудовище становилось еще больше, еще безобразнее, еще более устрашающим, еще более зловонным. И еще страшнее становились его слова.
Так все и продолжалось, пока не вернулся император. К тому времени демон стал таким огромным, что занял половину тронного зала. Он наводил ужас своими размерами и говорил о страшных, гадких вещах. Я не видел фильм «Чужие», но слышал, что те создания в фильме были действительно устрашающими. Представьте себе чужого, умноженного на 1000. Даже компания DreamWorks вряд ли могла бы создать такое ужасающее чудовище, каким был тот отвратительный демон. Вонь от того демона была, говорят, такой, что и опарышу бы плохо стало. А это о чем-то говорит. А говорил он такое, что хуже уж некуда. Такие высказывания можно услышать разве что на стадионе даже от культурных людей, когда проигрывает любимая команда. Как видите, настоящая беда обрушилась на тот дворец. Тут, к счастью, вернулся император, а дело в том, что император был в Нолламаре, слышал мудрые буддистские учения. Я каждый раз немного меняю эти истории, украшаю их так или иначе, чтобы вам было интереснее. Кроме того, он читал книгу «Открывая врата своего сердца», которую вы можете купить в магазине за 25 центов. Я немного изучал маркетинг, даже сегодня посетил деловую конференцию по вопросам предпринимательства. Итак, увидев чудовище, император произнес: «Добро пожаловать! О, демон, спасибо, что пришел ко мне! Почему ты так долго не заходил?» От этих добрых слов демон вроде бы немного уменьшился, показался не таким гадким, не таким зловонным и мерзким. И люди поняли свою ошибку. Вместо того, чтобы кричать «Уходи отсюда, ты здесь чужой, что ты здесь делаешь?», они начали говорить «Добро пожаловать». Один из них предложил: «Хочешь пить? У нас есть апельсиновый сок, свежевыжатый. Или свежевыдавленный. Как правильно? Не знаю, не имеет значения. Хочешь поесть? Отведай вот эти вкусные пирожки с карри. Интересно, есть ли они у нас сегодня? Не знаю, не видел. А у них были. Кто-то предложил сэндвичи, кто-то сказал: может, закажем пиццу? Сейчас позвоню. Возьмем размер монстр как раз для тебя. Кто-то сделал чудовищу массаж ног. Представляете, массаж такому великану. Наверное, человек 10 понадобилось. Потом предложили чай. У нас есть английский чай, а еще есть мятный. Полезно для здоровья. А может, чашку кофе? Тебе латте, капучино или бразильский? Я сам вообще-то не разбираюсь в кофе. Пью, что дадут. Как бы там ни было, но каждое доброе слово, каждый добрый поступок, каждая добрая мысль понемногу уменьшали того демона, делали его менее гадким, менее безобразным, менее зловонным. Много времени это не заняло. Не успели еще даже принести пиццу, а он уже был такого размера, как в начале истории. Люди продолжали окружать демона добротой, пока он не стал совсем крошечным и не исчез без следа. Эту историю можно найти в Удане, ее рассказывал еще сам Будда, только он не упоминал о пицце и мятном чае, это я придумал. В Удане читаем слова Будды, мы называем таких демонов пожирателями гнева. Чем больше мы кормим их гневом, тем больше безобразнее, ужаснее они становятся, тем отвратительнее вещи они говорят. Он говорил, единственный способ, которым мы можем победить пожирателей гнева, это доброта. Приветствую, спасибо, что посетили меня. Многие люди, с которыми вам тяжело общаться, и есть такие демоны-пожиратели гнева. Вы подкармливаете их своим гневом, говорите: «Уходите, вам здесь не место», и ситуация ухудшается. Поэтому вместо слов «уходите, вы здесь чужие», скажите неприятному человеку: «Привет. Спасибо, что пришел пораздражать меня».
Нет, конечно, не говорите так. Скажите спасибо, что пришел ко мне. И подарите ему свою доброту. Иногда я слышу, ну это не работает. Может, это только у монахов так, или может у Аджана Брахма есть какие-то чрезвычайные психические возможности, что он может залезть в разум и мысли собеседника, изменить его нейронную сеть и сделать его не таким неприятным. Но нет, это таки работает. Эту историю я впервые рассказал более 20 лет назад, когда читал лекции в тюрьме. Собственно, это была тюремная ферма Карне, недалеко от нашего монастыря. Мы до сих пор ходим туда каждую пятницу. Во время лекции один из заключенных возмущенно заявил, «Все это какой-то новомодный бред. В реальном мире так не бывает, особенно в тюрьме. Тюрьма – место суровое. Встретив здесь неприятного человека, нужно уметь за себя постоять. Это единственный язык, который они понимают». Я, конечно, не согласился и заявил, «Я вам не верю». Он ответил, «Так вы не живете в тюрьме». Я сказал, что в монастыре есть келья, а сам он окружен стеной, как тюрьма. Собственно, вокруг Карне нет никакой стены, а вокруг монастыря есть. Когда мы только начинали, случалось, что люди подъезжали к тюремной ферме Карне и спрашивали, где же монахи. К счастью, монахов там не было. Так вот, я решил поспорить с тем парнем и спросил, с кем именно в тюрьме вам труднее всего иметь дело? Узник, а он был не один, там было много таких, как он, ответил, с начальником тюрьмы. Я каждый день должен приносить ему чай и кофе. Это входит в мои обязанности в тюрьме. Ненавижу его. Он просто невыносим. И он рассказал об одном случае, произошедшем неделей раньше. Одного из заключенных Карне почти никто не посещал, потому что до этого места очень трудно добраться. Общественный транспорт туда не ходит, поэтому небогатым людям, у которых нет собственной машины, приходится искать знакомых, которые бы их подвезли. Туда действительно нелегко добраться. И вот, наконец, жене одного заключенного удалось доехать до Карне, чтобы увидеться с мужем. А дело в том, что прежде чем увидеться с близкими в тюрьме, необходимо зарегистрироваться, назвать свое имя, пройти через всю систему безопасности. Начальник тюрьмы увидел, что та женщина регистрируется, услышал, к кому она приехала, и решил проявить свой подлый характер. Он объявил через громкоговоритель, что такой-то заключенный должен выполнить определенную работу на другом конце тюремной фермы, и отослал его туда, где не было слышно громкоговорителя. Ферма действительно огромная. Сделал он это намеренно. Когда женщина прошла процедуру регистрации, через громкоговоритель объявили, что такой-то заключенный должен пройти в комнату для посещений, потому что там его ждет жена. Но тот заключенный не имел возможности это услышать. Сообщение повторили дважды или трижды. Начали искать того заключенного. Нашли. Он смог прийти, но часы посещений к тому времени уже закончились. Ему сказали, не повезло, ничего, в другой раз. И заключенный закончил свой рассказ словами, начальник тюрьмы сделал это умышленно, без всякой на то причины, назло, просто чтобы досадить заключенным. Именно поэтому заключенные называют его собакой. Я спросил, вы его ненавидите? Еще как, ответил заключенный, он просто невыносим. Совершенно нас не уважает, не соизволит даже одно слово нам сказать. Унижает нас, относится как к пустому месту. Прекрасно, говорю я ему. Вот вам задача-вызов. Вы каждый день видите того начальника, подаете ему чай и кофе. Будьте добры к нему. Обнимать не надо, так можно и в беду попасть. Просто проявите немного сердечности. Как это сделать? Каждый раз, подавая ему чай или кофе, добавляйте в него немного любви, немного заботы. Пусть это будет самая замечательная, самая вкусная чашечка кофе, которую вы когда-либо готовили. Узнайте, что ему нравится, и попробуйте быть к нему добрым. Проявляйте больше любви и дружелюбия, подавая ему напитки. Надо отдать должное этому заключенному. Он честно пытался выполнить мои советы в течение недели. Когда на следующей неделе я спросил, как дела, он ответил, это просто пустая трата времени. Я делаю все, чтобы быть хорошим к тому мужику. Я не жалею усилий, чтобы приготовить ему вкусный чай и кофе, а он на меня и не посмотрит, будто меня и нет. Он таракану больше внимания уделяет, хотя бы велит ему убраться. Не то, что мне. Я ответил, продолжайте.
Не знаю, сколько это длилось, пожалуй, месяца 2. Я должен был уговаривать, заставлять того заключенного продолжать, пока не произошел большой прорыв. Однажды я увидел, что тот заключенный просто не может дождаться нашего разговора. Он рассказал, что приготовил начальнику тюрьмы чудесную чашку кофе со сливками, со всем, что только нашел, точно так, как тому нравилось. Кроме того, ему удалось найти несколько пирожных, которые также нравились начальнику. Подавая все это, он сказал: «Пожалуйста, сэр, вот ваш кофе. И еще несколько пирожных, я слышал, вы их любите». На что начальник тюрьмы то ли сказал, то ли проворчал: «Угу». Это был настоящий прорыв. Впервые в жизни он осознал, что заключенный – это настоящее живое существо. Услышав об этом ворчании, я воскликнул: «Ого! Ничего себе! Стена треснула!» Я был прав. Прошло еще 2 или 3 недели, и когда узник смог найти какой-то особый чай, сэндвич или что-то еще, и принес все это начальнику тюрьмы, то начальник, которого называли собакой, повернулся к нему и сказал: «Спасибо». Все заключенные хором рассказывали мне об этом, смотрели на меня и объясняли: «Вы не представляете, как быстро распространяются вести по тюрьмам. Скоро об этом узнает весь штат». Чтобы начальник тюрьмы сказал узнику «спасибо», это было что-то неслыханное. Таким образом, я победил. Я знал, что рано или поздно так и произойдет. Ведь любую злейшую собаку можно превратить в кроткого щенка, если дать ему много, очень много доброты. Вам по силам изменить неприятных людей к лучшему, но для этого вам понадобится очень много терпения и доброты. У кого-то не получится, для кого-то это слишком. У каждого есть свой предел. Но все возможно, если вы приложите максимум усилий. Люди, с которыми вам крайне тяжело сейчас, могут стать вашими лучшими друзьями. Иногда нужно принять этот вызов, но оно того стоит. Возьмите хотя бы тех, с кем приходится работать в одном офисе. Будьте добры к ним. Но если вам отвечают недобрыми или неприятными вам поступками, помните о своих пределах. Если нужно убегать, бегите. Если нужно говорить, расскажите им, что вы ощущаете. Я уже говорил об этом на сегодняшней конференции, вспомнив, кроме этого, старый принцип сэндвича. Даже если вам действительно хочется сказать человеку «ты меня достал, оставь меня в покое» или что-то вроде этого, не годится просто так выливать весь негатив. Это не поможет. Если вам нужно сказать человеку что-нибудь неприятное, покритиковать, объяснить, что он создает вам проблемы, воспользуйтесь принципом сэндвича. Сначала нужно сказать несколько приятных вещей. Вы такой милый, вы такой добросовестный, мне нравится ваш стиль работы, ваш костюм и так далее. Сначала похвалите собеседника, а потом говорите, что хотели. Если, скажем, вы хотите покритиковать меня, начните так. «Аджан Брам, вы такой приятный монах. Это так мило с вашей стороны приходить к нам, читать лекции. Они нас так вдохновляют. Услышав такое, я открываюсь, вы наполняете меня светом, я прислушиваюсь к вам. Затем вы можете сказать, но ваши шутки – это иногда немного слишком». И продолжаете, но мы знаем, как вы заботитесь о монастырях и обо всем сообществе буддистов. То есть заканчивайте снова похвалой. Если вы вложите свою критику между несколькими слоями похвалы, собеседник вас действительно услышит. Таким образом, если у вашего собеседника сложный характер, а вам необходимо подробно и понятно объяснить ему, что он делает не так, что он вызывает проблемы, прежде всего похвалите его. Обратитесь к его лучшей стороне, дайте понять, что ему ничего не угрожает. Подумайте о собственной реакции на критику. Не такого ли подхода вы ожидаете от тех, кто ругает вас за проявление сложных черт вашего характера? Ведь дело не только в других. Время от времени вы сами создаете проблемы. Если бы я хотел покритиковать вас, то именно так и поступил бы. Сначала похвалил бы, подсластил, дал бы вам понять, что ценю вас и забочусь о вас. Если начинать непосредственно с критики, ваш собеседник будет невольно думать, чего он так со мной? Откуда такая враждебность? Разве не видно, как тяжело я работаю, со сколькими трудностями должен сталкиваться? Когда человека критикуют, он начинает защищаться, оправдываться и, следовательно, не способен воспринять критику как следует. А вот когда вас воспринимают как достойного собеседника, сам факт того, что вас ценят, помогает вам открыться. Тогда можно и покритиковать.
Потом снова добавить слой позитива к вашему сэндвичу. Вы мне очень нравитесь, я ценю ваши усилия, спасибо, что вы такие, как есть. Тогда вас послушают. Люди не всегда осознают, что вам с ними тяжело. Удивительно, но они искренне считают себя вашими друзьями. Они уверены, что ведут себя как друзья, что вам с ними весело. Иногда действительно нужно объяснять, что происходит на самом деле. Помню, где-то 32 года назад мы с одним монахом сыграли в такую игру. Мы сели, написали, что думаем друг о друге, и обменялись записями. Меня искренне удивило мнение другого человека. Это было совсем не то, что, как я считал, он думал обо мне. И я был о нем совершенно иного мнения, чем он ожидал. То, как мы относимся к людям, очень отличается от того, как они это воспринимают. Иногда человек не осознает сложностей, которые он вызывает, поэтому это необходимо ему объяснять. А делать это нужно, пользуясь способом сэндвич, тщательно выбрав время и место, и тогда ваши слова воспримут, а восприняв, люди смогут измениться. Как измениться? Надо убедиться, что они не поставлены в условия, когда проблемы возникают с самого начала. Одной из причин того, что с людьми, даже с вами самими, становится трудно общаться, является высокий уровень стресса. Когда вы постоянно испытываете стресс на работе, вы приходите с этим ощущением домой, срываетесь на близких, что в свою очередь становится причиной семейных ссор. Как следствие, на следующий день на работе вы начинаете испытывать стресс еще до того, как начинаете трудиться. Вы оказываетесь в замкнутом круге негатива и стресса. Это серьезная проблема, и вы должны научиться снимать этот стресс, где бы вы ни были, дома или на работе. Здесь может помочь медитация. Вы слышали старую историю о том, сколько весит чашка? Чем дольше вы ее держите, тем тяжелее она кажется. Если я буду держать ее 5 минут, заболит рука. Если 10, будет очень больно. Если полчаса, то я, пожалуй, не в своем уме. Что я должен сделать, когда становится тяжело? Отставить свою ношу на несколько минут. Если не верите, попробуйте дома сами. Через 5 минут, подняв чашку снова, вы почувствуете, что она стала легче. Вес, конечно, не изменился, просто вам стало легче, потому что вы отдохнули. Стресс не связан с тем, как много вам нужно сделать. Количество обязательств не влечет за собой стресс. Причиной стресса является то, что когда становится тяжело, вы не можете отложить свою ношу и отдохнуть. Вы боитесь отложить ее даже ненадолго, отдохнуть, собраться с силами, а надо. Это вам скажет любой психолог или монах. Собственно, мы психологов и учим. Они пользуются всеми нашими идеями. Надо бы запатентовать те идеи, но наш принцип — отдавать бескорыстно. Точно так же и вы должны поступать. Вы сами почувствуете результат, отдохнув 5 или 10 минут. И эти минуты не будут потеряны впустую. Вы просто инвестируете свое время ради производительности. Ведь после отдыха качество вашей работы значительно повысится. Вы сделаете больше за короткий срок, потому что вы будете работать эффективнее. Сами знаете, что мы время от времени путаем количество проделанной работы с ее качеством и эффективностью. Сделайте перерыв, потратьте 10 минут на медитацию, на отдых. Туалет, кстати, прекрасное место для медитации. Советую. Повесьте табличку «Занято», никто вас не будет беспокоить. Потом всегда можете сказать, что у вас запор, и это не будет ложью, потому что запор был у вашего мозга. Отдохните несколько минут. Вернувшись к работе, вы быстро наверстаете эти минуты. Вы сделаете больше, эффективнее, качественнее и не будете испытывать стресс. Вернувшись домой, к близким, к детям, к жене или мужу, вы будете спокойно смаковать ужин. Дома нужно наслаждаться общением с семьей. Это место, где вы снимаете стресс, ужинаете, заботитесь о тех, кого любите. Отдохнув как положено вечером, утром вы спокойно возвращаетесь к работе. Вы можете либо без конца крутиться в бешеном замкнутом кругу, где стресс и домашние споры чередуются только со стрессом на работе, от чего можно сойти с ума, либо выйти из этого круга и отдохнуть. Вы успеете больше, придете домой спокойными, а когда все хорошо дома, вам и на работе будет все удаваться.
Разорвав круг, вы меняетесь сами, и людям с вами становится легче. Я всегда спрашиваю тех, кто приходит на сеансы медитации в субботу. Зачем вы медитируете? Не для того ли, чтобы людям легче было вас терпеть? И в этом есть смысл. После медитации вы действительно меняетесь к лучшему. Я не раз это замечал, особенно в Армадейле, где учу людей медитировать. Не знаю, почему это так часто случалось именно в этой группе. Так вот, общаясь с людьми после сеанса медитации, я неоднократно слышал: «Вы знаете, мне сегодня совсем не хотелось приходить. Сегодня вторник, я так устала на работе и сказала детям, что вечером медитировать не пойду». Но дочь настаивала: «Мама, ты должна пойти». «Нет, дорогая, мне не хочется, я устала». «Мама, ты должна». «Не сегодня. Мама, иди на медитацию». «Почему, дорогая? Просто после нее ты намного лучшая мамуся». Вот так дети это ощущают. Они видят перемены, видят, что вы спокойны. Вы становитесь менее раздражительными в общении с собственными детьми. Это на практике демонстрирует, как отдых, даже короткий, меняет людей к лучшему. Видите ли, речь идет о том, что недостаточно быть просто сострадательным и добрым. Необходимо еще и понимать причину, по которой человек становится неприятным в общении. А избавиться от этой причины можно благодаря возможности отдохнуть, снять стресс. Люди, с которыми трудно найти общий язык, знаете, как оно бывает? Столько всего наваливается, столько работы. У меня, например, была крайне тяжелая неделя, но даже когда у меня тяжелая неделя, я стараюсь избегать негатива. Иногда все же появляются мысли: «Ну почему я? Почему я должен решать проблемы всех этих людей? Почему я должен отвечать на все эти звонки?» Иногда звонят даже из-за границы, кошмар просто. Это я называю монах на горячей линии. Случалось, что люди, например, потеряв собаку где-нибудь в Канаде, звонили по телефону и просили, чтобы я декламировал им песнопение по телефону. Я уже сегодня упоминал, что был в Японии 3 или 4 недели назад. Япония – страна высоких технологий, вот я и подумал. Не объявить ли нам сбор средств на покупку этакого робота-монаха? Что-то наподобие киборга, который был бы похож на меня или на какого-нибудь другого монаха. И когда вы захотите послушать песнопение, то опустите пожертвование в отверстие вот здесь. Нажмите кнопку вот там и получите услугу благословения. Или в пятницу вечером, когда я уже сам не свой и хочу отдохнуть, мог бы посадить здесь киборга, включить CD с любимой лекцией, и никто бы и не заметил подмены. Это так, на уровне идеи, но что-то в этом есть. Я, конечно же, никогда так не поступлю, хотя и задаю себе иногда вопрос, почему я должен так много работать. Если относиться ко всему с негативом, можно превратиться в очень неприятного человека. Что бы вы ни делали, любите свою работу, радуйтесь ей. А если вы научите человека с радостью встречать трудности на жизненном пути, с проблемами в общении будет покончено. Если вам трудно найти с кем-то общий язык, причина в том, что вся жизнь таких людей – борьба. Все, что преподносит им жизнь, их только раздражает. Они, очевидно, слишком много работают. Почему я должен все это делать? Почему это происходит со мной? Почему жизнь так жестока? Все это недовольство заставляет их срываться на вас или на любом другом, кто находится рядом. Надеюсь, я никогда не сорвусь на монахов, рядом с которыми живу. Нужно воспринимать жизнь такой, как она есть. Жизнь не изменить, но, как я уже говорил, можно изменить свое отношение к ней. Все наши проблемы коренятся в нашем отношении к жизни. Что плохого в том, что мы много работаем? Просто всему свое время. Не нужно пытаться сделать все одновременно. Вот почему мы никогда не сердимся на тех, кто забывает выключить мобильные телефоны. Напротив, мы радуемся этому. Спасибо за возможность продемонстрировать, как мы радуемся жизненным трудностям. Видите, я мог
Разозлиться на того, кто не выключил телефон. Но зачем? Включен телефон, и что? Не сердитесь на жизнь, радуйтесь ей. Люди ошибаются. Я тоже ошибаюсь. Когда-то совершил большую ошибку, надеюсь, ее сегодня здесь нет. В прошлое воскресенье я проводил брачную церемонию для одной из наших постоянных посетительниц. Она выходила замуж за хорошего молодого парня. Девушки всегда выходят замуж за парней, не правда ли? И зачем я это сказал? Так вот, она выходила замуж, и уже после церемонии, благословив их, я спросил одного пожилого мужчину, не отец ли он? Тот ответил, «Нет, я свидетель». Не очень он был мною доволен. Или еще, когда это было? Во вторник или среду? Нет, в четверг. Я рассказывал представителю похоронного бюро, как я проводил похороны. У наших постоянных посетителей умер кто-то из родителей. Во время церемонии я сказал, «Как жаль, что ваша мать умерла. Такая была преданная буддистка, столько добрых дел сделала». И тут в заднем ряду поднимается пожилая дама и говорит, «Нет, это мой муж умер, а не я жива». Со мной часто случаются нелепые ошибки. Но в таких случаях, вместо того, чтобы злиться и превращаться в проблему для окружающих, лучше посмеяться над жизнью. Я, собственно, коллекционирую свои нелепые ошибки и рассказываю о них вам, чтобы вы могли посмеяться. Ошибки — это прекрасная возможность повеселиться. Ведь говорится, совершив нелепую ошибку, над которой смеются люди, смейтесь вместе с ними. Тогда будут смеяться не над вами, а вместе с вами. Так и мы смеемся над нелепостью в нашей жизни, когда ошибаемся. Таким образом, мы принимаем трудности, радуемся им и не превращаемся в проблему для окружающих нас людей. С какими бы трудностями вы ни столкнулись, радуйтесь им. Пусть они принесут вам пользу. Если вы этому научитесь, людям будет легко иметь с вами дело. Возможно, трудно будет с кем-то другим, но кем бы они ни были, мы с ними одно целое. Поэтому, научившись быть приятным человеком, мы сможем передать эти навыки другим, научить их меньше требовать от жизни, а просто принимать ее такой, как она есть. Если вы не можете найти с кем-нибудь общий язык, что мы используем? Методику сэндвича. С ее помощью вы сможете спокойно сосуществовать с людьми. Но, как я уже говорил, самым сложным человеком из вашего окружения является совсем не ваш начальник, хоть он и может казаться выходцем из ада. Самые сложные люди не те, на ком вы женаты, и не ваша свекровь или теща. Хотя где-то я слышал, что в английском языке слово «теща» является, собственно, анаграммой. Если переставить буквы в другом порядке, вместо «теща» выйдет «Гитлер в юбке». Конечно, многие совсем не такие. Они милые и добрые женщины. Но какими бы они ни были, вам сложнее всего не с ними. Человек, с которым вам сложнее всего иметь дело, это вы сами, не так ли? Именно с самим собой человеку сложнее всего найти общий язык. Именно к себе сложнее всего быть добрыми, самих себя сложнее всего полюбить. Очень важно это признать. Вы учитесь находить общий язык с неприятными вам людьми. Но как быть с неприятными чертами вашего собственного характера? И что именно с вами не так? А каким человеком вы бы хотели быть? Конечно, если не тем, кем вы являетесь сейчас. Если вы мечтаете, например, стать мастером медитации, который запросто летает в воздухе, то все становится еще интереснее. Если вы хотите читать самые лучшие лекции, демонстрировать глубины мудрости, иметь отличные актерские способности, заставлять всех смеяться над вашими шутками. Кстати, один из моих любимых комиков писал в своей автобиографии, что с молоду все друзья смеялись над его желанием стать комиком. Когда же он стал комиком,
Никто больше не смеялся. Или вот еще один из его же любимых анекдотов. Один человек всегда говорил: «Когда буду умирать», он обдумывал собственную смерть, это очень по-буддистски. Так что это почти буддистская шутка. Так вот, он говорил: «Когда буду умирать, хочу, чтобы это произошло во сне, как с моим отцом». Так и случилось, он умер во сне, в отличие от пассажиров автобуса, за рулем которого он сидел. Те вопили о помощи. Хороший анекдот. Итак, к чему я веду? Когда вы добры к себе, когда воспринимаете себя такими, как есть, вы учитесь не быть самими себе врагами, не быть неприятной личностью для самого себя. Знаете, в моем характере тоже есть определенные нюансы, и все они так или иначе проявляются здесь на протяжении последних 20 лет. Но ведь вы принимаете меня таким, какой я есть, так что примите и самих себя тоже. Расслабьтесь, позвольте себе ошибаться. Позвольте себе быть теми, кем вы есть. Это так приятно любить себя такими, как есть, вместе со всеми странностями. Другими словами, вы в мире с самими собой. Именно ради этого люди приходят в места, подобные этому. Они учатся принимать себя такими, как есть, быть в мире с самими собой, не быть врагом самому себе. Удивительное дело. Но я знаю, о чем говорю. Ведь я, как монах, провожу много времени в одиночестве. Меня иногда спрашивают: «Вы монах, у вас нет ни жены, ни детей. Не одиноко ли вам?» Во время уединения вы по 2 недели ни с кем не общаетесь. Однажды в течение 6 месяцев ни с кем не виделись и слова ни одному человеку не сказали. Неужели вы не чувствуете себя одиноко? Должен ответить: вообще-то нет. Я не чувствую необходимости быть рядом с другими людьми. Я люблю людей, но не должен все время с ними общаться. Мне никогда не одиноко, даже когда я один. Услышав этот вопрос впервые, я задумался: а почему это так? Я осознал, что рядом со мной всегда кто-то есть. Я сам. Я дружу с собой. Я нравлюсь себе. Поэтому можно сказать, что рядом со мной всегда есть друг. Ночью в моей пещере в Серпентине рядом со мной ложится спать мой лучший друг. Я сам. Я в мире с самим собой. Я принимаю себя. Понимаю, что я не идеален, но все же неплох. Поэтому мне никогда не одиноко. Одинокими становятся люди, которые не любят себя, боятся себя. Когда никого нет рядом, они оказываются один на один с устрашающим незнакомцем, то есть с собственным «я», с которым они так и не нашли общий язык, который так до конца и не поняли. Как только вы осознаете, кто вы на самом деле, научитесь воспринимать себя по-другому, вы будете в мире с самим собой. Полюбите себя, и к вам придет одно из самых важных в мире прозрений. Прозрение «я в норме». Вам станет ясно, что с вами абсолютно все хорошо. Вы идеальны, такие, какие есть. Люди в это не верят, потому и пытаются изменить себя. Когда достигнете мира с самим собой, когда примете себя такими, какими вы есть, вы станете себе другом, вы больше никогда не будете одинокими, ведь у вас есть вы. Одиноко чувствует себя лишь тот, кто себя не любит. Это и есть самая сложная проблема и причина всех затруднений. Как только вы решаете эту проблему, достигаете мира и покоя в общении с собственным «я», происходит кое-что странное. У вас больше не возникает проблем в общении с другими людьми. Люди, которых вы считали неприятными, больше таковыми не будут. Потому что трудности в общении — это наша защита от самих себя. Однажды я обратил внимание на то, как люди критикуют других. Вы слишком много говорите. Я заметил, что тот, кто сказал это, и сам не умолкает. Вы слишком много едите. Только люди с лишним весом считают, что кто-то другой ест слишком много. Очень интересно наблюдать за тем, что именно и как люди практикуют, потому что речь идет о чертах, которые им не нравятся в своем характере. Вот они и переносят это на других. Думаю, это общая психологическая черта.
Следовательно, мы не можем найти общий язык с кем-то только потому, что не нашли его с самими собой. Если вы можете справиться с этой проблемой, если можете достичь мира и покоя с самими собой, принять себя такими, какие вы есть, вы сможете принять и понять любого другого. Конечно, я давно уже достиг мира с самим собой, потому что я монах. Люди приходят ко мне, какие бы они ни были, ненормальные, глупые, мудрые, прекрасные. Они все прекрасные, эти люди, они такие, какие они есть. Я уважаю их. Мне случалось бывать в тюрьмах, общаться там с настоящими злодеями. Случалось мне бывать и в кругу политиков. Так что со злодеями на свободе я тоже общался. Извините, они не злодеи, а просто люди. Они очень стараются, но иногда руки у них слишком грязные. Когда видишь людей такими, какие они есть, принимаешь их такими, само понятие «неприятный человек» исчезает. Помню одну даму. Ни один монах не выдерживал разговора с ней, даже по телефону. Кажется, вы знаете, о ком я. Она ругалась самыми отвратительными словами. «Чёртовы монахи! Вот приду с винтовкой и всех вас перестреляю». Я ей ответил: «Очень мило с вашей стороны». Мне удалось ее понять. Нет, она таки неприятная. Но так как я реагировал только по-хорошему, она меня полюбила и говорила: «Вы один меня понимаете». Во всяком случае, с винтовкой в монастырь она так и не пришла. Ей просто нужно было выплеснуть свою злобу на кого-нибудь, кто бы ее выслушал и не воспринял слишком серьезно. Мне удалось разобраться, откуда эта злоба, какие беды ее постигли, и принять ее такой, какая она есть. Она успокоилась. Рассказала мне о своей жизни, переполненной горем. Она больше не являлась проблемой. Она больше не была неприятна. Я понял ее так, как я понимаю себя. Вы сможете успокоить любого неприятного человека, если научитесь успокаиваться сами. И тогда в мире не останется неприятных людей. Если вы сможете их успокоить, у них не будет нужды проявлять свои плохие привычки, которые, собственно, и делают их неприятными. Так же происходило и в больнице, о которой я говорил. Внимание уделялось прекрасной стороне личности, и со временем эта прекрасная сторона начинала развиваться. Так как же иметь дело с неприятными людьми, собственными неприятными чертами или неприятными ситуациями, которые случаются время от времени? Например, ваш рейс отменен, потому что аэропорт Бангкока закрыт. Прекрасно, сможете больше времени провести в Перте, а Бангкок подождет. Здесь есть на что посмотреть, а у вас появляется еще 2 выходных, и перед начальством вы ни в чем не виноваты. Зачем усложнять себе жизнь вместо того, чтобы наслаждаться ею в полной мере? Когда что-то идет не по плану, прекрасно, замечательно. Люди наговаривают на вас. Прекрасный опыт. Послушайте критику и пройдите это испытание. Не помню, когда я в последний раз рассказывал историю об осле, который упал в колодец. Итак, как-то давно был себе осел. Бродил спокойно по лесам, жевал травку и никого не трогал. Из-за своей беспечности однажды он и свалился в колодец. Воды там не было, так что он не утонул. Но и не забился, только поцарапался. Придя в себя, он увидел, что находится на дне колодца, а лазить по стенам он, как и все ослы, не умел. Пришлось звать на помощь. Начал он звать на помощь. Не умею я издавать такие звуки. Пожалуй, ни в одном из предыдущих воплощений я не был ослом. Люди, умеющие имитировать звуки животных, видимо, в прошлой жизни были животными. Я же в прошлой жизни ослом не был. Это все, на что я способен.
Осел звал снова и снова. Наконец, часа через 2 его услышал местный фермер. Что там за шум? Подошел он ближе и увидел осла, упавшего в колодец. А надо сказать, что тот фермер терпеть не мог этого осла. Осел поедал посевы и был очень упрям. Никогда не делал того, что ему говорили. Кроме того, стало ясно, что колодец очень опасен. Вдруг еще человек туда свалится. Фермеру пришло в голову, что он может с легкостью избавиться и от осла, и от колодца, причем одновременно. Он взял лопату и стал засыпать колодец. Таким жестоким был этот фермер. Если вы делаете что-нибудь такое, это называется плохая карма. Если вы пополняете плохую карму, будете иметь неприятные последствия, как вы и увидите дальше в этой истории. Итак, ослик, который сначала подумал, что фермер ему помогает, понял, что тот, напротив, пытается его убить, бросая на него грязь. Осознав это, ослик закричал еще громче. Но фермера это не останавливало. Он продолжал засыпать животное землей и грязью, еще и еще пытаясь засыпать его живьем. Вскоре ослик затих, не издавая ни звука. «Я его убил», — подумал фермер. «Засыпал. Вот и хорошо». И продолжил дальше засыпать колодец землей. Но осел был жив. Он в прошлой жизни, наверное, тоже бывал в Нолламаре. Так что к нему пришло прозрение. Это было очень умное животное, а слов нельзя недооценивать. А прозрение заключалось в следующем. Когда вас забрасывают грязью, вместо того, чтобы ныть, почему бы не попытаться сбрасывать ту грязь с себя и утаптывать ее? Оказалось, он поднялся на сантиметр выше. Еще куча земли сверху, стряхнуть, потоптаться. Еще сантиметр. С каждым движением лопаты ослик поднимался все ближе и ближе к верху колодца. Фермер, не обращавший внимания на осла, считая его мертвым, все бросал и бросал землю. Вот уже и ослиные уши стали видны из колодца. Еще лопата, стряхнуть, потоптаться. Вот уже и голова над колодцем. Фермер и не заметил, как осел выпрыгнул из колодца и сильно пнул фермера сзади. И не потому, что он так и не любил фермера, а потому что должен был продемонстрировать ему действие закона кармы. Он стал орудием причинно-следственных взаимосвязей. Осел скрылся. Вот так ему удалось выбраться из колодца. У этой истории есть мораль. Мне, кстати, случалось рассказывать об этом политикам, среди прочих и президенту Шри-Ланки. Вы ведь здесь все из Шри-Ланки. Ему история понравилась, потому что ему, как политику, было не привыкать к забрасыванию его грязью. Итак, мораль. Стряхнуть, затоптать и подняться выше. Так и вы. Вас критикуют, мужчина обозвал вас страшной, вы его болваном, или что-то вроде этого. Поведите плечами, сбросьте с себя эту грязь, наступите на нее, и вы подниметесь выше. Именно так и нужно обращаться со сложными людьми. Вот меня называют ленивым, потому что у меня нет приличной работы. А я говорю, во время экономического кризиса я оставляю для вас свободное место на рынке труда. Говорят, что я боюсь взаимоотношений, потому что у меня нет детей. А я объясняю, что таким образом помогаю уменьшить выбросы углерода. Потому что чем больше детей, тем больше выбросов парниковых газов. К тому же, соблюдая целибат, я борюсь с перенаселением планеты. Таким образом, что бы там люди о вас ни говорили, вы всегда можете это переиначить в свою пользу, стряхнуть с себя. Не чьи-то слова усложняют вам жизнь, а вы сами. Не кто-то другой, а вы. Нет неприятных людей, кроме вас самих. Если вы будете вести себя правильно, если вы будете в мире с собой, жизнь ваша будет спокойной. Все неприятные люди вокруг будут просто людьми.
Ведь человек есть человек, москит есть москит. Осел есть осел. А фермер есть фермер. Вот как нужно обращаться со сложными людьми. Спасибо за внимание. Так кто же сыграет роль сложной личности и задаст вопросы? Будут сегодня вопросы или комментарии? Вот как можно избежать вопросов, связав их с неприятными людьми. Нет? Есть вопросы? Как быть со сложными детьми, которые ничего не воспринимают, а продолжают делать то же самое? Дети становятся сложными из-за недостатка внимания, к которому они так стремятся. Как с ними обращаться? Дети есть дети, они не сложные, просто уделите им время. Если нет времени, найдите его. Дело не в том, тяжелые ли они, а в самой природе ребенка. Они стремятся к человеческому вниманию, а если не получают его от родителей, то испытывают терпение, например, учителей. Делают, что могут, всем не угодишь. В чем же здесь сложность? Сложности возникают тогда, когда вы считаете нужным изменить что-то в своем ребенке или в себе. Это часть жизни. Делайте, что можете, не больше. На этом трудности заканчиваются. Осознайте реальность того, что дети стремятся получить внимание. Думаю, я ответил на вопрос. Может быть, не до конца? Точно не до конца. Отлично. Я считаю, что они должны почувствовать ответственность. Если рядом есть демон, мы должны указать им на это. Вы должны указать им на демона в них самих, то есть объяснить, что они создают проблемы другим. На это нужно указать. А вот как это сделать, это уже увлекательнее. Иногда нам не хватает сил сделать это вовремя. Мы устали. Учитель не может уделять внимание одному ребенку, ведь в классе есть и другие. Можно найти на это время позже. Это напомнило мне о недавно ушедшем аббате Плейсида из Нью-Норсии. Это был мой близкий друг, я был на его похоронах. Однажды на конференции в университете Западной Австралии иезуит отец Фрэнк Бреннан задал интересный вопрос. Он говорил: «Я работаю в университетах и обычно легко нахожу общий язык с представителями всех религий, с буддистами, индуистами, иудаистами и так далее. Единственное, с кем возникают проблемы, это представители движения фундаменталистов, рожденных сверху, харизматичных христиан». Он спросил совета у аббата Плейсида, не у меня. Что делать с харизматичными христианами, от которых всегда одни неприятности? Тот ответил: «Выводите их по одному». Брутальные слова, как для аббата. Затем он добавил: «Поговорите с каждым позже, наедине». И это действительно прекрасный совет. Ведь, имея дело с теми, кто вызывает неприятности, иногда проще увести их в сторону и пообщаться наедине, потому что социальная среда их просто раздражает. Отведите их в сторону, поговорите наедине. Узнайте, что происходит. Что бы вы им сказали? Что бы вы им сказали, невозможно предположить, о чем именно будет разговор. Я никаким образом не могу предположить, о чем буду говорить в пятницу вечером или в ситуации, когда кто-то придет ко мне за советом, имея какие-то проблемы. Не нужно планировать, что вы скажете, иначе вы не будете реагировать в соответствии с происходящим. Действуйте интуитивно. Слушайте собеседника. Ваша задача — привлечь его к разговору и наблюдать, что будет дальше. Слушайте, будьте добры, налаживайте контакт с собеседником и увидите, что из этого получится. Именно поэтому всегда необходимо прислушиваться к своей интуиции. Конечно, если с вашими внутренностями все в порядке.
Ваша интуиция – это очень сильная и разумная вещь. Если вы ею пользуетесь, а не пытаетесь планировать заранее. Ну вот, кажется, все. Еще вопросы? Ого, сколько сложных людей в том углу. Надо будет выводить по одному. Ладно, что у вас? Чему именно вас научили москиты, если вообще научили? Москиты научили меня ценить пребывание в Австралии, где их не так много. Нет, на самом деле, они научили меня меньше на них реагировать, поскольку, как оказалось, чем меньше обращать на них внимание, тем меньше они будут кусать. Чем больше я реагировал, тем больше их прилетало. Позже я узнал, что они реагируют на диоксид углерода, выделяющийся из пор нашего тела. То есть, чем быстрее метаболизм, тем больше москитов он привлекает. Как неоновая вывеска «Столовая Аджан Брам». Приятного аппетита. Когда я расслабился и прекратил переживать, метаболизм, соответственно, замедлился. Когда человек спокоен, выделяется меньше диоксида углерода, и москитам труднее находить добычу. Собственно, это привело меня к важному выводу. Чем больше мы беспокоимся, тем больше неприятностей привлекаем. Если же мы не обращаем на них внимания и живем спокойно, то и неприятности проходят мимо нас. Москиты научили меня не переживать даже по поводу того, что очень сильно раздражает. Иногда понимание того, как устроена жизнь, может сильно нас беспокоить. И единственное, что остается, это смириться с этим. Не сопротивляйтесь. И раздражение исчезнет. Именно так. Этому я и научился у москитов. Они отличные учителя. Чем больше их отгоняешь, тем больше их появляется. На этом все. На сегодня хватит. Еще раз спасибо, что пришли. Есть еще несколько объявлений. Если заинтересованы, обратитесь к Энн, нашему менеджеру по организации событий. Из-за отсутствия Рэйчел всю информацию предоставляет она.